Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить муссовый кофейно-карамельный торт без замораживания. Торт состоит из генуэзского бисквита, кофейно-карамельного мусса и прослойки саблированного фундука. Для генуэзского бисквита мне необходимо 3 крупных яйца, если очень мелкие, берите 4, 85 граммов сахара, это 3,5 столовые ложки, 60 граммов просеянной пшеничной муки, это 2 столовые ложки с верхом, 15 граммов кукурузного крахмала, 3 чайные ложки, 20 миллилитров сливок, лучше 35, но можно и 20%. У меня это получилось 2 столовые ложки, 1 чайная ложка с верхом растворимого кофе, примерно 4 грамма, и 25 граммов сливочного масла. Сироп для пропитки бисквита я приготовила так. 1 столовая ложка эспрессо, 1 столовая ложка белого рома, можно взять коньяк, и 1 чайная ложка сахара. Возможен другой вариант. Например, столовая ложка кофейного ликера, столовая ложка горячей воды и чайная ложка сахара. Если не хотите использовать алкоголь, можете сделать из столовой ложки горячей воды, столовой ложки эспрессо и чайной ложки сахара. В общем, возможны любые варианты. Для саблированного фундука мне нужно 130 граммов орехов и 85 граммов сахара. Это примерно 3,5 столовые ложки. И 2 столовые ложки воды. Для приготовления кофейно-карамельного мусса мне необходимо 75 мл жирных сливок, на крайний случай подойдут и 20%, 75 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла, 2 желтка от крупных яиц, 120 мл молока, 60 граммов сахара, 2 чайные ложки растворимого кофе, 225 мл жирных сливок для взбивания или отвешенной сметаны и 10 граммов желатина плюс 50 мл холодной воды. Сливки для взбивания или сметану нужно убрать в холодильник. Для начала проведем подготовительные работы. Первое, что нужно сделать, замочить желатин. Добавляйте к нему холодную воду, размешивайте, оставляйте набухать. Нужно соорудить водяную баню. В какую-либо посуду налить воду так, чтобы уровень не касался дна миски с яйцами. И поставить воду на плиту, чтобы она закипела. Сливочное масло нужно растопить и поставить остывать. Сливки нужно нагреть. Понимаю, что очень трудно нагреть такое количество, но как-то нужно исхитриться. Или поставить их в горячую воду, или в микроволновке в режиме разморозка. В горячих сливках нужно развести растворимый кофе так, чтобы не осталось комочков. Теперь нужно смешать муку с крахмалом. А можно их вместе просеять, что будет даже лучше. И последняя подготовка формы. Стелю на противень пергамент и ставлю кольцо 20 см. Торт у меня диаметром 18 см, но любой бисквит при остывании немного сжимается. И между бисквитом и стенками формы получается зазор. А я хочу, чтобы мой бисквит плотно входил в форму, поэтому я буду печь в кольце 20 см, а потом остывший бисквит обрежу кольцом 18 см. Духовку нужно разогреть до 170-175 градусов. Когда вода в водяной бане у нас закипела, уменьшаем нагрев, ставим миску с яйцами, добавляем сахар и, перемешивая на самых малых оборотах миксера, ждем, пока растворится сахар и масса достигнет температуры 40 градусов. Здесь можно не использовать градусник, нагрев можно проверять просто рукой. То есть яйца должны быть очень теплыми. Также мешать можно и не миксером, а ручным венчиком. Когда яйца достаточно нагрелись, на максимальных оборотах миксера забиваем их не меньше 10 минут. Если у вас миксер планетарный, хватит 3-4. Масса должна стать не только пышной, но и устойчивой. На ее поверхности должен быть четко различим рисунок от лопасти миксера. Посмотрите, что вы должны получить в итоге. Масса очень сильно увеличилась, рисунок от миксера остается, не пропадает сразу, она пышная и устойчивая. Это один из самых важных моментов приготовления бисквита. Теперь добавляю треть муки и аккуратными движениями сверху вниз перемешиваю. Мешать нужно аккуратно. В то же время смотрите, чтобы у вас не было непромеса, то есть оставшихся неразмешанных кусочков муки. Добавляем вторую треть. Теперь аккуратно нужно ввести растопленное масло и оставшуюся муку. В последнюю очередь ввожу кофейные сливки и также аккуратненько перемешиваю. Выливаю готовое тесто в кольцо, сразу отправляю в духовку примерно на 20-25 минут. Духовку первые 20 минут не открывайте. Последние 5 минут снизьте температуру до 150 градусов, чтобы потом сразу поставить орехи подсушить. Готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой. А пока я подготовлю еще один лист пергамента и выложу на него фундук. Бисквит готов. Сразу сниму его с противня,
Дам чуть остыть и вырежу из кольца. Как только достала бисквит, отправляю в духовку орехи. Сушу их 10 минут при 150 градусах. Подсушенные орехи выкладываю на чистое полотенце. Накрываю и тру руками, чтобы потом мне было легче их очистить. И теперь выбираю очищенные. Если что-то остается, это не страшно. Вырежу бисквит из кольца и поставлю его на решетку. Любой бисквит рекомендуется выстаивать хотя бы 5-6 часов. Можно приготовить с вечера, накрыть сверху чистым полотенцем и оставить на ночь. После этого бисквит гораздо легче режется и хорошо пропитывается. Теперь приготовим саблированный фундук. В посуду с толстым дном высыпаю сахар и наливаю 2 столовые ложки воды. Все перемешиваю и перемещаюсь на плиту. На минимальном нагреве, пока еще сироп не закипел, добиваюсь полного растворения сахара. Если сахар у вас очень крупный и плохо растворяется, нужно предварительно перемолоть его в кофемолке. Пудру использовать нежелательно, так как в ней присутствуют добавки. Когда весь сахар растворился, нужно смыть остатки кристаллов со стенки мокрой кисточкой. После этого нужно довести сироп до кипения и варить до 116 градусов. Это проба на мягкий шарик. Есть еще один довольно простой способ определения готовности сиропа. Вы просто пробуете его ложкой. Если он свободно стекает с ложки, значит еще рано. Когда он начинает тянуться за ложкой ниточкой, значит он готов. И теперь я добавляю орехи и перемешиваю их. Нагрев пока не выключаю. Нужно перемешать их очень хорошо, чтобы каждый орех покрылся сахаром. И вот когда они стали такого белесого вида, выключаю нагрев. Выкладываю орехи на сухой лист пергамента. Все, орехи готовы, пусть остывают. Бисквит нужно отделить от бумаги и разрезать на 2 части. Делайте это любым удобным для вас способом. Теперь разрезанный бисквит нужно подогнать под диаметр 18 см. Нижнюю часть я выровняю самим кольцом. А верхнюю даже не нужно обрезать, так как она и так получилась диаметром 18 см. Вот и прекрасно входит в кольцо. Теперь нужно приготовить мягкую карамель. Для этого на плиту ставим посуду с толстым дном, разогреваем, уменьшаем нагрев и начинаем понемногу подсыпать 75 граммов сахара. В это же время на другой конфорке на минимальном огне подогреваем 75 мл сливок. Нужно сориентироваться так, чтобы к моменту, когда сахар карамелизировался, сливки дошли до кипения. Когда сахар начинает подплавляться, подсыпаем следующую порцию. Будьте внимательны, не включайте большой нагрев, и если сахар где-то у вас начал плавиться больше и уже темнеть, приподнимайте посуду и слегка ее покачивайте, чтобы дать сахару перемешаться. И таким образом понемногу высыпаете весь сахар. Когда сахар приобрел насыщенный карамельный цвет, понемногу вливайте горячие сливки и интенсивно мешайте при этом. Если у вас при этом образовались комочки карамели, не волнуйтесь, прогрейте все до полного растворения. Проварите смесь пару минут, за это время вся карамель у вас успеет разойтись. Сюда же добавьте сливочное масло, дождитесь, пока оно растает, и все хорошо перемешайте. Карамель готова, нагрев можно выключать. Если есть желание, для однородности можно пробить массу блендером. Теперь нужно нагреть молоко и растворить в нем кофе. Желтки с сахаром взбиваю до светлой пышной пены. Не прекращая взбивания, ввожу теплое молоко. Возвращаю все обратно в сотейник и иду к плите варить кофейный крем англес. На небольшом нагреве и при постоянном интенсивном помешивании довожу массу до легкого загустения. Перегревать свыше 82 градусов ее нельзя, можно заварить желтки. Чтобы избежать перегрева, иногда приподнимайте сотейник с плиты. Когда крем готов, выключаю нагрев и ввожу в горячий крем мягкую карамель. И все хорошо перемешиваю. После этого ввожу набухший желатин. И опять все перемешиваю до полного растворения желатина. Чтобы заварная основа гарантированно была однородной, пробью ее блендером. Кофейно-карамельная заварная основа готова. Теперь ее нужно накрыть пленкой в контакт с поверхностью и дать остыть до комнатной температуры. Температура ее не должна превышать 27 градусов. Иначе, когда вы будете смешивать ее со сливками, сливки могут осечься. Взбиваю охлажденные сливки или отвешенную сметану до пышной пены. Сначала на малых оборотах миксера, потом на больших. Такого состояния хватит. И когда сливки взбились, на минимальных оборотах миксера ввожу заварную основу. И окончательно перемешиваю лопаткой. Кофейно-карамельный мусс готов. Можно собирать торт. Этот торт можно собирать сразу на сервировочной тарелке. Ставлю кольцо 18 см. Внутрь укладываю бисквит.
пропитывая его половиной сиропа. Сверху выкладываю половину мусса. Дальше саблированный фундук. Сантиметр до края не укладывайте орехи. Сверху укладываю второй бисквит. Его нужно немного прижать и пропитать оставшимся сиропом. И сверху оставшийся мусс. И немного выровняю поверхность. На этом пока все. Торт убираю в холодильник. Торт готов, и теперь нужно снять кольцо. Проще всего это сделать с помощью фена. И теперь осталось его украсить. По периметру выложу оставшийся саблированный фундук. В центр поставлю 3 ореха в карамели и добавлю несколько кофейных зерен. На саму тарелку по периметру можно добавить немного пралине. И на этом, я думаю, вполне достаточно. Вот такой муссовый кофейный карамельный торт у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.